Здравствуйте, Львы! Сегодняшний второй прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. И расклад сегодня на следующую неделю. Неделя с 15 уже по 21 декабря. Давайте посмотрим, что же готовит вам следующая неделя, какие вам карты сегодня выпадут, что интересного вас ждет и к чему вам нужно быть готовыми в этот период времени. Я напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, можете лайк оставить или сообщение, любой комментарий под этим видео. Я буду очень-очень признательна вам за такое проявление себя, за такую активность с вашей стороны. Поэтому пишите, не стесняйтесь. Итак, давайте посмотрим расклад с понедельника по воскресенье. На каждый день недели мы достанем по отдельной карте для каждого дня и посмотрим, что у нас получится и какие комбинации, собственно, у вас выпадут. Итак, Лев, неделя с 15 по 21 декабря. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Итак, что у нас есть? У нас есть семерка жезлов в самом начале, есть девятка жезлов на дне колоды. И здесь же, так, давайте посмотрим, королева жезлов, король кубков. Есть водная стихия, есть огненная стихия. Возможно, общение с таким водным или огненным знаком зодиака для вас будет актуально. То есть раки, рыбы, скорпионы, может быть, огненные львы, как вы, овны или стрельцы. Карта водолея также есть. У вас есть какие-то планы и цели, возможно, связанные с этой неделей. По девятке жезлов желание, чтобы что-то было доведено до конца, какое-то начатое дело. Вам хочется здесь защитить свою семью или своих близких, может быть, свое любимое дело, что-то, что для вас важно на этой неделе, и вы ставите себе за цель, собственно, да, это сделать, может быть, на этой неделе. Любимое дело, потому что король все-таки кубков, да, то есть чувства, эмоции или какая-то работа, которая вызывает у вас чувств, много позитивных каких-то эмоций, что-то, что вам нравится, либо какой-то человек, которому вы испытываете эти чувства, возможно, тоже имеет место быть. Но вот семерка жезлов в самом начале, и она показывает, собственно, здесь ваше желание решить какие-то спорные вопросы, какие-то проблемные, может быть, ситуации, и не спасовать, то есть показать себя мужественными, сильными и справляться стойко с этими препятствиями, справиться с какой-то критикой, справиться с какими-то недоброжелателями, может быть, с какими-то соперниками на работе или где бы то ни было, которые вам здесь могут встречаться, или просто с проблемами, которые на вашем пути возникают и требуют решения, требуют преодоления этих препятствий, тоже может быть. Поэтому семерка жезлов. Давайте посмотрим дополнение, что здесь имеется в виду. У львов понедельник, карта рыцаря жезлов. Вы, скорее всего, с энтузиазмом, да, и на дне колоды еще королева жезлов, с энтузиазмом решаете эти вопросы. Может быть, здесь возникает какой-то конфликт с кем-то младше вас, огненного знака, как вариант, какое-то разногласие, но нужно быть опять-таки осторожнее, сдержаннее, чтобы не доводить до какого-то фатального момента, потому что, ну вот, собственно, да, нужно все-таки быть благоразумнее. Рыцарь жезлов, он показывает, что вы можете впадать в крайности, вы можете чересчур быть порывистыми и импульсивными, но все-таки нужно иногда и тормозить, то есть не всегда совершать такие опрометчивые какие-то поступки, иногда больше все-таки думать перед решениями или какими-то спонтанными действиями. Дальше идет карта повешенной, карта тупика, паузы и остановки, которая у вас возникает. Ситуация, когда вам нужно будет посмотреть на вещи в другой перспективе, под другим углом. Возможно, вы здесь сможете из этого всего вынести определенный урок, получить какие-то свои знания, может быть, сделать свои выводы. А также здесь в целом вы можете получить какой-то опыт. Либо озарение, понимание, что все не так, как вам казалось, все несколько иначе выглядит, не так, как вы себе это видели ранее. Поэтому и карта повешенной. Для кого-то просто пауза, желание отдохнуть, остановиться, не ехать на работу, не знаю, остаться дома, то есть притормозить немножечко. Тут же карта тройка мечей, что-то вам разбивает сердце, и на дне колоды пятерка кубков, кстати, то есть какой-то конфликт или какое-то недопонимание, какое-то недоразумение, которое возникает здесь,
может быть вами воспринято как неприятность крайняя, которая разбивает вам сердце, ранит. И да, это как ссора, это что-то, что вас печалит, расстраивает в этот день и заставляет, ну, как будто бы, да, почувствовать себя загнанным в тупик. Дальше двойка жезлов. У вас есть несколько вариантов в среду, когда вы думаете, как же лучше поступить, что делать, как действовать в этой ситуации, как быть, собственно, что предпринять. Вот она, двойка жезлов. У вас есть несколько вариантов, и вы колеблетесь между этими вариантами, этими возможностями. Не знаете, какая из них лучше, и ну, рассматриваете, да, эти варианты. Тут же карта мага, которая сама по себе очень даже хорошая. Вы можете чувствовать, что на вас возлагается очень много каких-то задач, дел, но вы при этом, проявив решительность, справитесь с ними. И вы достаточно активны и энергичны будете здесь. Вас вдохновляет новая перспектива, новые какие-то горизонты, в которые вы смотрите. И на двойке жезлов, и на тройке жезлов это хорошо видно. Какие-то дальнейшие перспективы и рост, которые вас ожидают, какие-то хорошие перемены. И здесь вы начинаете действовать. Карта тройка жезлов, она как раз показывает о том, что вы готовы идти дальше к этой вершине в четверг. Вы готовы прикладывать усилия для того, чтобы продвигаться к своей цели, может быть, по карьерной лестнице или в отношениях, да, к каким-то вашим целям, которые вы себе поставили. Вы готовы, не знаю, поддержать кого-то, помочь кому-то, если необходима в этом помощь, либо готовы принять от кого-то помощь и поддержку также. Поэтому и тройка жезлов здесь готовы принять помощь от другого человека, который может содействовать вашему продвижению, там, не знаю, в работе, в карьере. Дальше идет двойка пентаклей, тоже опять-таки как колебания какие-то и много. Может быть, ситуация, где есть много двойка пентаклей, каких-то вопросов, которые вы решаете мелких. Куда-то поехать, что-то где-то сделать. Думаете, что сделать раньше, что позже, что в приоритете, что важнее, что сделать в каком порядке, чтобы приближать себя к вашей цели. То есть, опять-таки, идти по лестнице ровно так, как вам это нужно, вот наверх подниматься. И вот вы думаете, как по двойке пентаклей в этом хаосе, в этом бардаке разобраться, чтобы правильно расставить все приоритетные дела, выполнить их в первую очередь, чтобы все это вот структурированно так выполнить и продвигаться к вашей вершине. То есть здесь про работу, про какой-то труд, про умение здесь правильно распоряжаться своим временем рабочим, про хороший тайминг, да, как модно, может быть, так сказать будет. Ну да, вот собственно об этом этот день. Дальше идет карта Иерофанта, это карта семейных ценностей и семьи, в целом всего, что связано с традициями и с тем, как правильно, как нужно, как разумно, как благоразумно, что бы то ни было сделать. Вот она, карта Иерофанта. Здесь вы можете быть в ситуации, где нужно принять будет мудрое решение, возможно, поступить мудро или поступить так, как следует поступить, да, как нужно поступить, как от вас ждут в социуме, в обществе. Тут же двойка кубков, то есть пара, отношения в паре, какие-то важные вопросы в вашем браке или с вашими детьми здесь могут иметь место. Возможно, по этой карте ваша готовность к браку, если вы еще не в браке, или какие-то здесь вопросы предложения руки и сердца, которые могут вам поступать. Также какие-то важные вопросы, где вам нужно будет принять мудрое решение касаемо вашего ребенка, к примеру. Поэтому двойка кубков. Дальше идет карта умеренности и баланса, карта равновесия, карта спокойствия, карта возможности находить компромиссы с окружающим, если того требует ситуация. Карта знака Стрелец. Возможно, что-то важное будет у вас связано с человеком знака Стрелец именно в выходные дни. Карта баланса. Хорошая достаточно карта, да, такая дружбы, каких-то хороших доверительных отношений, которые вы выстраиваете, может быть, в вашей семье или в паре, в которой вы находитесь. И тут же карта девятка пентаклей, а за ней еще десятка пентаклей, то есть благополучие, успех, который вас окружает, ощущение равновесия и спокойствия в душе от того, что этот успех присутствует, семейного счастья. Кстати, на дне колоды десятка кубков с такой радугой и обнимающейся парой, там дети на заднем фоне бегают. То есть ощущение ликования, ощущение счастья, достатка, благополучия, прибыли какой-то финансовой, ощущение стабильности финансовой, радости за ваших детей, в конце концов, тоже. Давайте посмотрим на десятку пентаклей здесь в
Воскресенье, кроме того, могут быть какие-то покупки в семью или какие-то вложения финансовые, которые могут быть в этот день. Может быть, не знаю, что-то детям покупаете. Здесь такое десятка пентаклей. Либо какое-то мудрое решение финансовое здесь принимаете, которое приводит к стабильности в доме, к успеху в доме, к миру, к порядку, к спокойствию, да, в вашем доме. Давайте посмотрим еще, собственно, десятка пентаклей на воскресенье. Здесь у вас выпадает и карта тройка жезлов. Могут быть какие-то здесь еще на дне колоды колесница, какие-то ситуации, где у вас, как вы смотрите вдаль, думаете о какой-то поездке или о каком-то путешествии, о каком-то перемещении, да, может быть, опять-таки, здесь еще карта Temperance, опять карта Стрельца, может быть, какая-то поездка и встреча с человеком знака Стрелец. Здесь может быть по тройке жезлов возможность добиться какого-то успеха финансового, кто работает в воскресенье, потому что тройка, она сама по себе об успехе. Успехи в финансах, успехи в делах, еще и десятка пентаклей, которая про успешность и стабильность финансовую. Да, может быть, хороший какой-то здесь рывок в плане зарабатывания денег тоже. Но в целом очень хорошая карта у вас, немножечко настораживает вот этот день, вторник, обратите на него внимание, а так у вас очень хорошие комбинации, выпадают карты львы. На этом я с вами сегодня прощаюсь. Всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя и до скорого.